Всем привет! Новенькие москвичи будут к концу года. В планах запустить завод «Москвич» на полную мощность, а цены опустить до 500 тысяч рублей за автомобиль, плюс выдавать субсидии на покупку. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Уже сейчас некоторые нормальные дилеры в России, чтобы остаться на рынке, распродают автомобили по адекватным ценам. Их немного, но они есть. Посмотреть все горячие предложения вы можете, перейдя по ссылке в описании. Выберите на сайте Автоспот в поиске интересующий вас автомобиль, и вы увидите самые выгодные цены в России на данный момент. Помните, Автоспот поможет сэкономить вам деньги. Ссылку на автомобили с адекватной ценой я оставил в описании, пользуйтесь. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов утверждает, что все идет по плану и автомобили будут стоить по 500 000 рублей за штуку. Но ведь осталось 3 с лишним месяца. Успеют ли столичные власти за столь короткий срок решить эту непростую задачу? Время сейчас для развития автопредприятия очень благоприятное. Власть все держит в строгом секрете. Если собираются собрать 600 автомобилей «Москвич» до конца года, из которых 300 электрокаров, то законтрактиться с компанией JAC они должны были еще в конце августа. Ведь машинокомплекты нужно оплатить, доставить, собрать, собранные модели сертифицировать в составе производства и только потом поставить на конвейер и получить на выпущенные машины все документы. Делаться все будет тихо, чтобы не нарваться на санкции. Китайцы тоже не хотят лишних проблем. Они ведь в том или ином виде используют западные технологии. JAC сотрудничает с Volkswagen, лишняя огласка никому не нужна. Чисто технически оставшихся 3 месяцев вполне достаточно, чтобы сделать эти автомобили. Ведь это крупноузловая сборка, машины приходят разобранными на несколько частей, с определенными требованиями к узлам и агрегатам. И потом их будут собирать на «Москвиче». А для этого достаточно иметь просто пустое помещение и организовать там стапельную сборку. Можно даже использовать финальную нитку сборочного конвейера. Сертификация, конечно, тоже занимает время, но думаю, в нынешней ситуации московские власти и сертифицированные органы найдут общий язык. И все это будет сделано максимально быстро. Другое дело, неясно, успеют ли эти машины поступить в продажу до конца года и по каким ценам. Ведь обещают продавать по 500 тысяч рублей за штуку. Непонятно также, как будут разведены модели, ведь компания JAC продает в России машины и под своим брендом. А теперь ее же модели будут продаваться и под брендом «Москвич». А еще Solers собирается выпускать свой автомобиль и тоже в сотрудничестве с китайским JAC. То есть предстоит как-то разобраться во всей этой схеме. Ну и обещанная мною шутка юмора. Чаевые доктору – взятка, чаевые официанту – хороший тон. Один спас жизнь, другой принес кофе. А на этом все, буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Дождемся ли мы дешевый «Москвич» для народа? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, если вы идете по трудному пути, то вы в правильном направлении. Не надо никогда сдаваться, будьте терпеливым, будьте мудрым.